Я желаю вам победы. Я есмь Ланелла, пришедший к вам вновь через этого посланника. Сегодня нам предстоит вновь поговорить о вашем пути и о вашем служении. Каждый раз, когда мы приходим, чтобы дать диктовку, мы преследуем одну единственную цель – возвысить ваше сознание, обратить ваши взоры к небесам, вырвать вас из вашего привычного круга интересов. Так мало в окружающей вас жизни содержится истинных ценностей, наполненных божественными вибрациями. Все, что вас окружает, соответствует уровню массового сознания людей. И для того, чтобы вам вырваться из окружающего вас круга общения и окружающего вас информационного поля и вообще всего, что находится вокруг вас, вам приходится и вам придется прикладывать значительные усилия. Если вы желаете всем своим сердцем изменить ваше сознание и приблизить его к божественному образцу, вы должны буквально насильно заставлять себя отказываться от привычного образа жизни, от стандартов вашего поведения, от ваших привычек. Вы должны стать другими людьми. Можно поменять все в вашем окружении, но труднее всего изменить ваше сознание. Очень многие современные люди окружают себя чудесами современной техники, сверхсовременными компьютерами, аудио- и видеотехникой, но их уровень сознания по-прежнему остается на уровне сознания дикаря, сидящего у костра в пещере и пожирающего свою долю мяса под звуки бубна и барабана. Вы можете ехать на самой современной машине, быть одеты в самые модные вещи,
Но ваше сознание по-прежнему будет находиться на том же самом пещерном уровне. Поэтому в ваше время, как никогда прежде, очень труден путь. Слишком много соблазнов вас окружает. И слишком непросто сохранять высокий духовный уровень, находясь в гуще жизни среди ваших городов джунглей. Вся действительность, которая вас окружает, будет подлежать изменению. Человек должен раскрыть свой божественный потенциал и приблизиться к природе. Жизнь должна быть как можно более простой и богатой внутренним содержанием, а не внешними развлечениями, которые, если вдуматься, то похожи на развлечения дикарей. И то, как порой современный человек увешивает себя украшениями, очень похоже на манеру украшать себя, свойственную дикарям. Потому как человек одевается, какую музыку слушает, какой образ жизни предпочитает вести, можно судить об уровне его духовных достижений, об его духовном прогрессе или деградации. И если вы посмотрите с нашего вознесенного состояния сознания на человеческое общество, то первое, что вам бросится в глаза, это то, что по своему уровню развития человечество в среднем не превышает уровня развития дикарей. И вам очень трудно бывает отказаться от окружающей вас мишуры, подобия жизни. И если вы внимательно проанализируете все, что вас окружает в вашей жизни, то, чем вы заняты большую часть дня, и если вы сделаете это непредвзято, то вы с удивлением обнаружите, что 90% времени, которое вы проводите на Земле, тратится вами совершенно напрасно с точки зрения вашего совершенствования в Боге. И на самом деле для того, чтобы вам совершенствовать себя в Боге, вам совершенно не обязательно уходить в пустыню или уходить в горы для медитации. Ваша жизнь в условиях вашей действительности предоставляет вам самые лучшие условия для совершенствования себя в Боге, для развития вашего сознания. Все дело в правильном угле зрения на все, что происходит вокруг вас и внутри вас, в вашей жизни. Все дело в том, как вы реагируете на все, что с вами происходит. Как вы воспринимаете окружающую вас действительность. Если бы вашим божественным планом было предусмотрено, чтобы вы держали баланс для планеты Земля, постоянно пребывая в медитации, то вы бы и родились где-нибудь в Тибете или в Индии. Однако вы родились в России или Америке
или Европе. И вы должны выполнить ваше предназначение, ваш божественный план именно в том месте, где вы родились. И по большому счету, ваш божественный план сводится только к одному – сохранять уровень вашего сознания на как можно более высоком уровне. Стремиться достигнуть уровня божественного сознания, не покидая гущи жизни. Будет неверным, если вы поймете рекомендации, содержащиеся в этих диктовках, таким образом, что вы должны поселиться где-нибудь в лесу и медитировать. Нет. Вы должны находиться в гуще жизни, выполнять ваши повседневные обязанности в семье и на работе, и в то же время постоянно сохранять ваше сознание на как можно более высоком уровне. Вы должны проводить в вашей повседневной жизни божественные стандарты поведения. И самые высокие нравственные и духовные стандарты. Знать заповеди и соблюдать заповеди – это две совершенно разные вещи. Вы можете очень хорошо быть осведомлены обо всех нормах поведения и стандартах поведения, и даже очень внимательно отслеживать, как ваши друзья и знакомые уклоняются от соблюдения этих стандартов поведения. Но вы почему-то считаете, что вы сами можете нарушать эти стандарты. Вашему плотскому уму ничего не стоит убедить вас поступать так, как вам будет приятно, даже если это расходится с теми моральными и нравственными нормами, которые вы считаете абсолютно верными и которым вы готовы следовать. Поэтому вы должны очень внимательно наблюдать за собой и отслеживать все моменты, на которых вы постоянно поскальзываетесь. Вы знаете, что вы не должны никого осуждать, вы не должны никого судить. Но понаблюдайте за собой. Сколько раз в день вы именно давали оценку поведению других людей? Сколько раз причисляли тех, кто вас окружает, к падшим ангелам и к людям, на которых Бог поставил крест? Вы с завидной легкостью выносите суждения о других. Но почему вам так трудно объективно оценить собственные поступки? Нет ничего страшного в том, что вы допустили ошибку и даже допустили серьезный грех. И даже не важно, сколько раз в жизни вы допускали этот грех. Гораздо более важным является то, что вы смогли преодолеть свой недостаток, возвыситься над ним. Не возвращайтесь к вашему прошлому и не смакуйте вновь и вновь детали ваших неверных поступков. Ваша задача – дать оценку вашему качеству,
сказать себе, что это качество является небожественным, и отказаться от него навсегда. Вот истинное поведение духовного искателя. Неважно, что о вас думают окружающие вас люди. Важно только то, кем вы являетесь на самом деле. Судите себя по самым строгим законам. Работайте над собой до тех пор, пока не преодолеете каждый из своих недостатков. И всегда помните, что до тех пор, пока вы находитесь в воплощении, вы не можете быть совершенными. Для того, чтобы вам остаться в воплощении, вы должны постоянно брать на себя определенную долю отрицательной энергии и преобразовывать в совершенную божественную энергию через ваши поступки, ваши мысли и ваши чувства. Если вы отработаете свою личную карму, вы возьмете на себя часть кармы города, где вы живете, страны, планеты. Вы постоянно находитесь среди несовершенных энергий. И вы с помощью вашего сознания, вашего понимания преодолеваете все препятствия и преграды, и тем самым преобразовываете все отрицательные энергии, которые проникают в вашу ауру, и нарабатываете ваши заслуги. Создаете сокровища вашего каузального тела. Поэтому вы можете постоянно держать в своем сознании образ воина, рыцаря, который сражается со всем несовершенством мира. Вы вбираете в себя несовершенство и преодолеваете его. Вы вбираете в себя стрелы, направленные против вас, и превращаете их в лепестки роз с помощью энергии любви, преданности, с помощью вашей отваги и чести, с помощью тех качеств, которые присущи истинному воину. Каждый такой воин света способен нести на себе огромный груз планетарной кармы. Никогда не забывайте, что трансмутация кармы осуществляется не только с помощью чтения велений, молитв и медитаций. Вы осуществляете ваше служение постоянно, находясь в гуще жизни, делая правильные выборы и личным примером указывая путь другим. Молитвы и медитации являются вспомогательным средством, помогающим вам поддерживать ваше сознание на высоком уровне. Но основная битва разворачивается в вашей повседневной жизни, среди жизненных мелочей и неурядиц. Когда-то карма развязывалась на поле боя, на полях сражений. Сейчас вы находитесь на том же самом поле сражения, и вы проявляете все чудеса храбрости и героизма, сражаясь с вашими жизненными проблемами и неурядицами. Жертвуя своим благосостоянием,
жертвуя своим свободным временем ради утверждения божественных образцов в вашем мире. Я желаю вам победы. Победы над своими недостатками и победы в утверждении божественных принципов в вашей повседневной жизни. Я есмь Ланелла. Всегда победа.